Сердиться на людей означает считать их поступки чем-то важным. Настоятельно необходимо избавляться от подобного ощущения. Поступки людей не могут быть настолько важными, чтобы отвести на задний план единственную жизненно важную альтернативу нашей неизменной встречи с бесконечностью. Повторю еще раз, сердиться на людей означает считать их поступки чем-то важным. Я вот часто говорю такую вот простую вещь, и вот вы сейчас поймете, откуда это исходит, потому что это для меня осмысленная глубокая вещь. Я ее осмыслил и принял как тезис жизни. Не обижаться на других людей – это энергозатрат. Поэтому, когда мне говорят «извини», меня вот в моем мировосприятии меня вызывает удивление. Типа «извини». Мне говорят «извини, пожалуйста». Хотя я сам пользуюсь вот этой избитой фразой «извини», ну, чтобы человеку как бы сгладить какие-то моменты, потому что я тоже не идеален и не святой, вещаю я не с Асгарда или с каких-то там небес. Я такой же человек, у которого есть какие-то принципы, но все равно я не идеален. То есть я могу где-то и ошибаться, и где-то, может быть, у меня могут быть какие-то эмоции, хотя я стараюсь это все контролировать, но тем не менее. Так вот, когда говорят «извини», меня это немножко удивляет. Как я могу обижаться на человека? За что? За что? За что я могу обижаться человека? Вот. Мне не за что обижаться, потому что я не считаю поступки какие-то относительно меня, что они важны лично для меня. То есть все мы люди, все мы можем какие-то делать вещи. Мы считать поступки важными, это относительно, знаете, это тогда нету равновесия, тогда человек соотносит свою важность, то есть это чувство собственной важности, это я такой важный, что кто-то относительно меня поступил неправильно, опоздал на 6 минут, ну я тоже могу опоздать, или там кто-то что-то сказал не то, что нужно. Поэтому важность вот этих всех вещей, она становится обыденной. И на это тратить энергию, потому что если в первую очередь во мне возникает желание там рассердиться или еще что-то, или проявить какую-то эмоцию, я ищу в первую очередь причину в себе. Почему? Потому что я, видимо, в себе внутри так считаю себя таким важным индюком, важной персоной, что император гневается, да, то есть вызывает там гнев или сердитость на другого человека. От этого нужно избавляться сразу. Точно так же, когда другой человек обижается на меня, это, как говорится, уже проблема другого человека. Он тратит энергию. И понимая, что сердиться, обижаться на другого человека – это энергозатратно, ты все время в этом варишься, ты не можешь переключиться на какую-то другую деятельность, на какие-то другие дела. Тебя это занимает все твое пространство, и ты живешь вот этим вот моментом конфликта или какого-то непонимания. Все, ты пропал, тебя нету здесь и сейчас, ты отсутствуешь для себя. Здесь очевидный пункт. Сердиться на людей означает считать их поступки чем-то важным. Маг, как правило, если мы говорим именно о магическом сознании, он не считает важными поступки других людей, он считает важностью своих поступков. То есть для того, чтобы говорить о неправильности действий, жизни и тому подобное других людей, нужно в первую очередь привести свою жизнь в порядок, а свою жизнь можно приводить в порядок до бесконечности. Познание себя не хватит этой жизни и множество воплощений, которые мы совершаем в этот мир. Это все период обучения. Мы все равно мало чего знаем о себе. То есть мы знаем буквально чуть-чуть. Знаете, вот как говорят, мозг человека задействован на 10%, ну, хотя никто это точно не знает, это такая фраза, не подтвержденная экспериментально. Так я вам хочу сказать, что мы знаем себя всего на 10%. Представляете, сколько можно о себе еще узнать? Поэтому тратить время, тратить энергию на сердиться на неправильность поступков или действий другого человека, это утопично. Это нелогично и в корне неправильно. Поэтому настоятельно необходимо избавляться от подобного ощущения. Настоятельно необходимо избавляться от подобного ощущения. И поступки людей не могут быть настолько важными, чтобы отвести нас на задний план
от единственной жизненной важной альтернативы. Это наши неизменные встречи с бесконечностью. Что такое неизменные встречи с бесконечностью? Неизменные встречи с бесконечностью самим собой. Потому что мы, каждый для себя, то есть я, например, знаю, что я бесконечен. Я бесконечен в том, чего я не знаю. Чем больше я узнаю о себе, тем больше я не знаю. Познание – это и есть та жизненно важная альтернатива, и единственная жизненно важная альтернатива. Это наши неизменные встречи с бесконечностью себя. Я бы вот дописал бы в этом тезисе с бесконечностью себя. Поэтому человек имеет личность, осознанная личность имеет бесконечность познания самого себя, своих механизмов, своих возможностей. Я вам хочу сказать, многие, кто закончил первый курс, удивляются некоторым волшебствам, которые происходят в жизни. Вот пока вы удивляетесь, у вас есть куда стремиться. Вот, потому что происходят какие-то вещи, когда вы уже даже научились немножко управлять собой, да, управлять своими энергиями, вам открывается видение, вы можете где-то анализировать, вы можете где-то моделировать события, создавать ситуации, и вы потом удивляетесь: о, так оно работает. Вот этому познанию, глубине познания можно удивляться бесконечно, это удивительные знания, и их отодвигать на задний план важностью чьих-то поступков или обижаться на кого-то, это просто нерационально. Это нерационально во всех планах. Поэтому, когда мы сердимся на правительство, это глупость. Поэтому лучше не получать эту информацию. Если вы получаете эту информацию, то эту информацию нужно рассматривать как источник знаний для себя. Вот. Там сердиться на вот этот бред, который происходит, связанный с гриппом, тоже глупо, потому что нужно понимать, что вы отвлекаетесь от самого важного, это поиск бесконечности, поиск контактов с богами, контактов с силами, пятимерным сознанием, познанием. Вот это важно. Нужно, знаете, оглянуться назад и так про себя: какие книжки я не прочитал, а что я в жизни еще не научился, а какая у меня есть мечта, и что я должен сделать для того, чтобы эту мечту приблизить к реальности. Какого знания у меня не хватает для того, чтобы стать ближе к той бесконечности, которая бесконечна. Она поэтому и бесконечность, понимаете?